Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Александр Мордынский, и опять-таки мы вещаем с интернет-магазина GearBest. Сегодня на обзоре у нас очередная новинка от компании Xiaomi, которая на первый взгляд мне показалась не очень интересной, но при более внимательном знакомстве эта вещь навернула мне слезки на глаза. Итак, встречайте клавиатура от компании Xiaomi. Что по внешнему виду клавиатуры? Задняя часть выполнена целиком из алюминиевого толстого бруска, то есть это совершенно, так сказать, серьезный алюминий. Сверху у нас лишь едва различимые надписи на китайском, и видно, что клавиатура питается от 5 вольт 350 мА и имеет модельный номер МК01, может быть это Mi Keyboard. Снизу у нас имеются прорезиненные ножки в количестве 2 штук. И на верхней части у нас также располагается прорезиненный пластик со скидными ножками, под которыми располагаются шестигранные винтики. То есть надежная, так сказать, штука, сама по себе не сложится и откидывает клавиатуру на очень даже должный уровень. По самой клавиатуре сразу бросается огромный минус данной клавиатуры, то что это, к сожалению, глянец, господа. То есть это глянцевый пластик, который вот уже буквально собрал отпечатки, собрал какую-то грязь, какие-то микроцарапинки, и от этого никуда не деться. То есть нужно было сделать его таким же матовым, как сама клавиатура. Клавиатура сама по себе механическая, то есть вы даже слышите звук, как от печатной машинки. Те, кто родились в 90-е, в 70-е, 80-е, у кого была информатика, так сказать, на начальных стадиях, все прекрасно помнят, что была такая замечательная клавиатура. О, да, именно тот звук, когда все сидят, печатают в офисе. Клавиатура, конечно же, заточена под Windows. Об этом нам говорит клавиша, стилизованная под Windows 10, Windows 8.1 с левой части между Ctrl и Alt. Конечно, стандартное расположение клавиш Ctrl-Alt-Del вполне себе вы можете совершить. Клавиатура выполнена качественно. Как вы слышите, кнопки совершенно не дребезжат, клавиатуры подобного типа этому очень подвержены. Нету, конечно, еще одного цифрового блока, нету, конечно, никаких дополнительных мультимедийных клавиш для управления там плеером или чего бы там ни было. Клавиатура офигенно офисный вариант, то есть прям вот хороший ход клавиш, то, что ты реально понимаешь, что ты вот сейчас допечатал, абсолютно никаких претензий нет. По граням, в принципе, как бы ничего не выделяется. Единственное, что с левой верхней грани у нас есть слот для подключения micro-USB. Единственное нарекание, почему не Type-C. Можно было сделать Type-C, было бы намного благороднее, намного приятнее. Итак, давайте попробуем включим наше устройство в компьютер. В комплекте, кстати, прилагается кабель USB, micro-USB длиной, честно признаться, около, наверное, 2 метров. То есть он реально вот длиннючий. Его хватит для того, чтобы дотянуться до любого компьютера. Давайте подключим к нашему компьютеру и посмотрим на интересное явление. Так, видите? Самый большой плюс данной клавиатуры, самая большая ее офигенность в том, что у нее каждая клавиша имеет подсветочку. И причем подсветочка настолько равномерная, настолько красивая, то есть она выключается в случае бездействия. И вот реально ни одной клавиши пересвеченной нет, видите, под тенью как ходят. Ни одной пересвеченной, ни одной недосвеченной клавиши нет, все прям идеально. Вот реально не до чего мне докопаться здесь, прям вот все классно. Большое расстояние между клавишами, в принципе, вы ее можете удобно пылесосить или продувать, если вдруг над ней будете кушать бутерброды. И согласитесь, выглядит классно. Давайте потестируем ее, что ли. Собственно говоря, клавиатура у нас подключена к нашему чувику. И давайте запустим какой-нибудь, я не знаю, блокнотик. И попробуем ввести какой-либо текст на нашей клавиатуре. То есть типа «Привет, мир». Хоть на клавиатуре у нас и нету, конечно же, русских клавиш, я думаю, сделать их лазерной гравировкой или наклеить кнопочки не составит каких-либо проблем. Мне вот очень нравится детализация кнопочек запятых и верхних выделений, то есть они просто интересно сделаны. Самое главное, то, что клавиатура не нагромождена какими-либо там избыточными функциями. Здесь просто, то есть здесь
Просто мы имеем хороший, качественный продукт от Xiaomi. То есть, видите, как бы даже слепая печать, ну просто я вот почти безошибочно напечатал, единственное, здесь забыл пробелчик поставить. Просто вот нареканий к клавиатуре у меня нет. Хотел бы я себе такую домой? Честно признаться, нет, потому что на ноутбуке и дома у меня всегда мультимедийные клавиши, а вот, допустим, такую клавиатуру подарить матери, чтобы она на работе печатала там какой-нибудь бухгалтерский отчет, я думаю, очень даже неплохо. Поскольку можно печатать и в темноте, и плюс у клавиш имеется хороший ход, плюс сама клавиатура очень тяжелая. То есть, смотрите, она вот не елозит, когда я пытаюсь ее с места сдвинуть. 5 с плюсом. Просто 5 с плюсом. Если бы, конечно, не цена, ссылки внизу в описании вы найдете. Если бы, конечно, не цена, просто 5 с плюсом. Я думаю, цена со временем снизится, но, тем не менее, клавиатура мне вот реально очень доставила, очень мне понравилась. Потому что, ну, чувствуется, что это реально качественный продукт. Итак, плюсы. Тяжелая. Увесистая, качественные материалы корпуса, алюминий, пластик, хороший ход клавиш, подсветка каждой клавиши без каких-либо засветов и лишних выпендрежей, полнофункциональная, так сказать, клавиатура без каких-либо изъянов. Единственное из минусов то, что глянец. Вот этот вот глянец вы можете видеть, да? Все, он отпечатком уже покрылся, я только его прикоснулся. Я думаю, что пару раз пыль протрете, и он поцарапается. Единственное замечание к данной клавиатуре. Ну и давайте сходу, чтобы видео не удлинять, чтобы видео не разбивать, поглядим на новую мышку от компании Elephone. То есть Elephone выпускает телефоны, Elephone выпускает камеры, какие-то там наушники. Теперь вот они взялись за игровые мышки. Вы видите, Game Optical Engine, Front and Back Page Key. Короче говоря, имеются дополнительные клавиши, эргономичный дизайн и якобы хорошая подсветка. Что ж, могу сказать, не доставая мышь, то есть видите, DPI от 800 до 2400, конечно, это не 12 и не 20 тысяч, как на профессиональных игровых мышах, но мышь не для меня. Мышь не для меня, потому что я сижу на DPI 2700-3200. Здесь максимальный порог такой. То есть, конечно, пошпилить с друзьями пойдет, как подарок пойдет, но о каких-либо супер точностях можете забыть. Давайте поглядим. Могу сказать сразу сходу, что мышь, то есть вот такая вот простая интересная упаковочка, красивенькая. Имеем инструкцию здесь в описании. То есть мышь, user manual и в принципе как бы все. То есть подписаны функциональные клавиши на мыши. Могу сказать, что мышь мне напоминает времена, то есть видите, ткань. Провод тканирован, то есть это плетеная ткань. Здесь, конечно же, стоит фильтр, чтобы помехи какие-либо там не создавались. Обыкновенный USB. И плюс у USB заключается в том, что здесь он дополнительно усилен. То есть хвостик у вас не перетрется, не отломится, если вы будете часто мышь туда-сюда теребить. Длина провода покороче, чем провод клавиатуры Xiaomi, но 1,5 метра, я думаю, здесь есть. Что по самой мыши? Ну, это Soft Touch пластик. Кнопка DPI, колесико. Колесико имеет очень хороший, приятный ход, то есть различимо. Конечно же, есть у него ходы, как нажатие средней клавиши. Ну, здесь как-то, честно, вот не пахнет особо качественным пластиком. Снизу мы видим, конечно же, оптический сенсор, никакого лазера, никаких утяжелителей, 5 вольт, 100 миллиампер. И сбоку клавиши назад, вперед. То есть на этом типа все. Левая, правая клавиша. В принципе, в руке лежит неплохо. В руке лежит ухватисто. Давайте сейчас ее подключим и поглядим, какую подсветку она нам дает выбрать. Данная мышь мне напоминает очень мышь, которая когда-то была у хорошего выбора. То есть у него был выпуск, где были мышки с AliExpress. То есть эта мышка очень напоминает эту стилизацию. Видите, Elephone. Ну, подсветка очень классная. Подсветка прям вот такая приятная. Здесь снизу оптика. Я давно не видел оптической мыши, честно. И, собственно говоря, выбираем DPI. Какое-либо различие в цветах между DPI есть? Нет, различий в DPI между цветами абсолютно нет.
могли бы и сделать, но мышь, смотрите, как идет по подсветке. Мышь идет по подсветке снизу вверх, то есть вот проходит цвет и сразу сзади начинает сменять его другой. Выглядит классно, выглядит по-игровому, подарить какому-нибудь однокласснику, подарить какому-нибудь другу, чтобы сильно не раскошеливаться на какие-нибудь рейзеры, я думаю, более чем достойно. Выглядит хорошо и, собственно говоря, эргономично. То есть в руке лежит совершенно правильно, как надо. Нажатие клавиш чувствуется, и они не противные, они не сильно тяжелые. В общем, претензий к данной мышке нет. Ну, как бы за такие деньги, вы понимаете, получить лазеры и кучу прочих плюшек – это практически невозможно в современном мире. Мышь пойдет на 4. Ничего плохого, ничего хорошего о ней я сказать не могу. Могли бы сделать, конечно, здесь дополнительный индикатор по выбору DPI или хотя бы привязку цвета к DPI, плюс возможность отключения переливов, потому что, я вот не вижу. Я не вижу, может, там есть какой-то специализированный софт. Нет, то есть устройство у нас по типу Plug and Play, то есть включи и пользуйся, и, собственно говоря, 7 цветов переливания, никакого дополнительного софта нам не рекомендуют скачивать. То есть, в принципе, на этом как бы вот она и вся мышь. И вся клавиатура от компании Xiaomi. С вами был Александр Мордынский. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. И, конечно, огромное спасибо интернет-магазину Gearbest за предоставленное устройство на обзор и возможность запилить на них видосик одним из первых. Всем удачи, всем пока.